Друзья, всем привет! Сегодня мы с отцом Сергием прибыли в очень интересное место. Мы приехали на озеро, которое высохло полностью. Едем по наводке. Я уверен, будет много современного мусора, но мы просто не можем не проверить его. А все потому, что... Серег, какую информацию ты получил? Рассказывали люди, которые здесь коренные жители, что вываливали очень много сюда добра во времена послевоенные. Очень все не ценилось, и хорошие вещи просто высыпали в озеро. В те времена они не представляли никакой ценности. Все, что от немцев оставалось, Да, получается. все от немцев, даже добро из домов. Почему-то было какое-то пренебрежение. Так что вот так вот. Пойдем проверять, друзья. Не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите ваши комменты. Поехали. Спустились к водоему. Такая топкая поверхность. Мусор виден современный. Ну ничего, сейчас так походим, попробиваем, посмотрим, что тут к чему. Засасывает. Похоже, здесь болотники нужны. Как ты говорил, Серега мне вчера говорит, всю медь напополам. А вот уже пошла первая медяшечка. Зато смотри, чистая какая. Причем, ты смотри, это ж от какой-то емкости, походу, было. Да, еще и медная. Значит, старая. Старая, точно. Медная, значит, старая. Точно, Сейчас меди точно. вы не найдете, ребят. Вот так вот компактно сложили и в накопитель. Бах! Друзья, смотрите, что торчит. Смотрите. Тесачина. Очень такой симпатичный. На нем еще и надпись. Пума, что ли, да, или что? Криминальщина наверняка какая-нибудь. Да, сбросили. Смотри, с гардой. Похож на ручка, как в колониях делают, в лагерях. Наверняка криминогенный. Ручка наборная. Наверняка он криминогенный, друзья. Такие находки нам не нужны. Ну их в баню. От велосипеда шильдой. Хорошо, что проверил. Посмотрите, ребят. Попалась вилка от велосипеда. Хорошо, что тиранул, а там шильда сохранилась. Сейчас.
Еще и звездочка там стоит наверху. Щелкни на нее пальцем, Серег. Ну ты видел, что вилка, да? Я видел, что вилка, но я сначала... Да, щельда такая интересной формы. Угу. Посмотрите, ребят. Марс, Кёнигсберг, марки. Ну да, вот немецкий велосипед взяли, выбросили. Тут еще вот продолжается латунь. Ладно, мы ее сейчас уберем, а потом помоем. Зачет. В 1873 году Пауль Райсман основал на Зигмундштрассе в Нюрнберг-Доосе компанию «Марс» по производству чугунных, так называемых американских печей. Затем последовало производство ручных, ременных и моторных сирен, шлифовальных машин, а также велосипедов. В 1903 году началось производство мотоциклов, а в том же году производство нескольких автомобилей, оснащенных одноцилиндровыми двигателями. Рядом с вилкой велосипедной подкова была, друзья, на удачу. Повесим ее сейчас куда-нибудь. Вот так вот. Ребят, велосипедные части продолжаются. Тут он что-то он блестит, как будто. Какой-то блеск. С чего он здесь? Смотрите, друзья, визуалка. Это, слушай, это уже, это самое, ножны. Да, нужно от чего-то. Пластиковые. Слушай, я не могу в перчатку, по-моему, это цинковая. Вот это потрогай на ощупь. Не, вот это вот. Либо алюминий. Угу. А кто тут сидит? А, посмотри, с усами. Это типа кузнечик сидит, наверное, или варан. Офигеть. Ну, не знаю, сомнения насчет немецкого, может и советское. Пошел цветмет дальше, ребят. По-моему, это латунь. Какая-то, фу, воняет вообще. Латунь сразу же отправляется в пакет и убирается, чтобы никто не подобрал за нами. Все впрок. Залезли в дебри с отцом Сергием. Походу тут, ребят, мотоцикл скинули. Смотрите. О, на нем и логотип даже есть. Сейчас почистим, посмотрим, что это было. Это, походу, от редуктора или от чего-то крышка. Там стрелочка только нарисована и все, вверх-вниз, походу. И там вон еще выхлопная труба перед этим была выкопана. А тут что-то большое, может быть и рама от мотоцикла.
тут еще и бревна. Современщина. Ну, советский. Не забывайте поставить лайк под этим видео, оставить ваш комментарий и подписаться на канал Рыболов-Копатель. Ребят, я антикварный стул нашел. Он разбирается весь, посмотрите. На нем какой-то царь горох сидел, походу. Три ножки какие. Да. Очень старый был. Все, разложился весь. Не будем брать. Все здесь. Никто не уходил. Это от грузовика от какого-то, походу. Какой-то тюбик. К сожалению, все надписи съедены. Но по крышке надо полагать, что немецкий. Опа, что такое? О, друзья. Да это же CD-ROM. Диски читать, помните? Тоже уже раритет. Обалдеть. Sony, фирма, микросхемы, шины туда. Фу. Кошмар, друзья. Съели. Съели просто напрочь. Сейчас шильду протрем, посмотрим, что там вышло у нас. Ребят, вот снял майку. Вот так копаем. Ребят, ну вот, протер. Марс. Велозавод. Нюрнберг, не Кёнигсберг. Это Нюрнберг у нас. И вот такой вот, такие, точнее, ножны получились. Посмотрите, с этой стороны какие-то пегасы. Это латунные накладки. А с этой стороны вот тут вот кузнечик сидит. Или ящер какой-то. И здесь тоже кто-то. Вот такие находки сегодня, друзья. А вот это вот типа бакелит.